Сейчас мы буквально тонем в данных. Но парадокс в том, что многие до сих пор путают, где хранить и как обращаться. Если вы все еще думаете, что S3 это просто медленная папка где-то в недрах Амазона, у меня для вас новости. Сегодня мы разберем фундамент. Поймем, чем SAN отличается от нас, почему S3 IP стал языком, на котором говорят все современные ПО. Какие варианты Enterprise решений существуют и как собрать свой локальный S3 на базе MinIO. В 2026 году у нас 3 кита доступа к хранилищу данных. Первый – это SAN. Блочный доступ. Для системы это выглядит так, будто вы подключили локальный диск к серверу. Но делается это через сеть. Это скорость и минимальные задержки. Но это дорого и не гибко. База данных и тяжелая виртуализация – вот его дом. Второй NAS. Старый добрый файловый доступ, общие папки, протоколы SMB и NFC. Просто да. Но уже при количестве объектов свыше 10 тысяч в одной папке нас начинает тормозить. Просто чтобы отобразить список файлов. Почему? Потому что клиент, например, Windows Explorer, запрашивает атрибуты каждого объекта, и система захлебывается. И вот тут появляется S3. Объектный доступ через HTTP. Вы не ищете файл в папке. Вы запрашиваете объект по его уникальному ID. S3 появился в 2006 году, как простая корзина для картинок. Потом была эпоха Big Data, далее Cloud Native. А с развитием искусственного интеллекта стало точно ясно, папки это тупик. S3 предложил плоское пространство. Вам не важно, где лежит файл, вам важны его метаданные. Почему это выгодно? Потому что он отвязывает логику данных от физики их хранения. Вам все равно, на каком диске лежит файл и насколько глубоко находится объект. Вы управляете данными в плоском пространстве. Когда у вас свыше 100 тысяч объектов, у нас перестает справляться при попытке просто отобразить их. А S3 IP, ему все равно. Поиск идет по индексу в базе метаданных. В 2026 году любой софт от бэкапа до нейросети сначала спрашивает, где твое хранилище S3? Где взять S3 сегодня? Публичные облака удобно. Но вы платите за каждую операцию и за каждый гигабайт выгрузки. SHEP мощно, бесплатно, но приготовьтесь нанять команду специалистов с черным поясом по Linux. SHDS Unified Storage. Сейчас это почти все современные массивы. Это удобно, единое управление, снимки, репликация. Но есть нюанс, конфликт за ресурсы. Например, у вас идет интенсивный бэкап, и данные вашей базы Oracle просто вымываются из кэша. К тому же S3 здесь часто версия Lite. Но если вам нужно хранить всего 20-50 терабайт, это рабочий вариант. Мой выбор для локального S3 это MinIO. Он быстрый, написан на Go, нативно понимает S3 лучше всех. Но важный момент, мы не собираем его из компонентов, мы берем сертифицированный сервер у вендора. Это страховка от проблем с драйверами и ошибок при работе с Erasure Coding. MinIO это софт, он всеяден, но железо под ним должно соответствовать температуре ваших данных. Первое. Горячие. Например, обучение искусственного интеллекта. Тут только AL NVMe, без вариантов. Второе. Холодные. Это бэкапы, хорошие гибридные схемы. Правило простое. На 1 терабайт данных вам нужно примерно 1 гигабайт под метаданные на быстрых SSD. А сами данные кладем на емкие жесткие диски. И третье. Ледяные. Это архивы. Тут важна только цена за терабайт. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте посмотрим, кто стоит за этим продуктом. MinIO это не просто очередной open source проект, это стандарт индустрии. Посмотрите на список тех, кто уже доверил ему свои данные. Intel, PayPal, AMD, Epic Games, Rakuten и даже MasterCard.
Это компании, для которых аптайм, безопасность – вопрос выживания. Когда такие гиганты выбирают технологию как основу для своего объектного хранения, вопрос о надежности ПО отпадает сам собой. Важный момент – лицензии. Их 3 вида, и сейчас наглядно видно разницу. Первый – Free. Это решение для разработчиков и энтузиастов. Вы получаете полнофункциональную, но одноузловую архитектуру. Это бесплатно, поддержка идет через сообщество и документацию. Второй – Enterprise Lite. Выбор для команд, которым нужно горизонтальное масштабирование на несколько узлов. При объеме данных до 400 ТБ. Сюда включена диагностика системы и отчеты по безопасности, а поддержка доступна как опция. И третий – Enterprise. Флагманское решение для корпоративного сектора. Это неограниченная производительность, масштаб и, самое главное, проактивная поддержка 24/7 напрямую от инженеров. С временем ответа менее 4 часов этой самой кнопкой Panic Button. Самое интересное, это когда софт и железо идут от одного вендора. Чтобы вы понимали уровень интеграции, флагманские решения для S3 от компании Dell внутри работают именно на программном ядре MinIO. Инженеры Dell проектируют под это специализированные системы, такие как ObjectScale. В них используются выделенные NVMe накопители 5-го поколения в виде PCI карт. Они доступны в вариантах на 960 ГБ или 1,6 ТБ и используют исключительно под базу метаданных. Пока ваши основные данные лежат на емких дисках, поиск по миллиардов объектов происходит на скоростях PCI 5. Это и есть настоящий Enterprise подход к S3. Локальный S3 на базе MinIO и правильного железа – это ваша независимость от облачных провайдеров и их ценников. Вы контролируете скорость, безопасность и свои деньги. Увидимся!